Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, как они повлияют на рынок с утра в течение дня, а также какие предполагаются движения по доллару, рублю, нефти, золоту и другим активам. Сегодня с утра вышла масса статистики по Китаю. Конечно, если смотреть в значениях, которые не прогнозировались, то есть, которые получились на выходе, то здесь получается достаточно приличные значения и по промышленному производству, приросту за год, и по ВВП, а розничные продажи, так вообще здесь взлет. На треть взлетели розничные продажи по сравнению с прошлым годом. То есть китайцы начинают активно восстанавливать потребительский спрос, и китайское правительство делает ставку на рост внутреннего спроса. Тактически, наверное, это правильно, но стратегически это не совсем правильно, потому что в Китае длительное время проводилась политика «одна семья, один ребенок». Поэтому уже в среднесрочной перспективе вот этот механизм создания внутреннего спроса будет сбоить. Так, ну и вот что примечательно, вышли данные по доходам китайцев. Доходы китайцев выросли на 14% в марте. И они составляют в среднем в номинальном выражении $1500 на человека. Ну вот китайские чиновники говорят, что китайская экономика продолжает стабильно развиваться, однако внутренние факторы для ее восстановления недостаточно надежны. Да, они недостаточно надежны, это связано с благосостоянием населения, а также с динамикой роста этого благосостояния, которое упрется в многие годы проводимую политику. Так, ну вот, конечно, в части потребления нефтепродуктов Китай показал позитивную динамику на 24% прироста за год. Мощнейший рост продаж жилья на рынке недвижимости Китая на 70%. Выросли продажи новых домов, квартир. Соответственно, китайское правительство стоит перед дилеммой. При таком росте продаж и при значительном росте доходов, который произошел, надо бы по-хорошему открывать ипотечный вентиль. Но делать они это боятся, потому что они знают, как надуваются пузыри и знают толк в пузырях. Поэтому они совершенно не спешат этого делать, так как если они начнут демпинговать в ипотеке, ну, имеется в виду снижать ставки и создавать более доступную ипотеку, это может привести к тому, что ну, вообще надуется еще один пузырь, еще одним пузырем в Китае станет больше. Так, но возвращаясь к тем макроэкономическим данным, которые получены по ВВП, на самом деле они не столь позитивны, как это кажется, потому что они отстают от прогноза, причем они значительно отстают от прогноза. Ну вот квартал к кварталу прогнозировалось 1,5%, получилось 0,6%. И год к году тоже немножко получилось не так, как предполагалось. Здесь, конечно, можно это списать на то, что в Европе локдаун, и, соответственно, это повлияло и на Китай, но, тем не менее, я думаю, что это все-таки тревожный звоночек, который, если покажет такое же снижение с прогнозом на протяжении второго квартала, то, я думаю, здесь уже будет к концу года не очень позитивно и в Китае, и вообще в целом восстановление мировой экономики, оно будет серьезно буксовать. Пока как бы по Китаю можно сделать вывод, что здесь восстановление хуже ожидаемого, и соответственно это будет оказывать давление на мировые рынки. Так, далее сегодня по календарику индекс потребительских цен по Европе, по Евросоюзу. Соответственно, вот это фактор влияния на курс евро к доллару. Но здесь что я могу сказать? Если рост фактически будет меньше прогноза, то весьма вероятно, что евро к доллару укрепится еще. Это придаст евро силы. Так, далее в 15:30 число выданных разрешений на строительство в Соединенных Штатах. Ну и далее более такой существенной информации нету. Так, ну и вот в общем-то Bloomberg на этот счет пишет, что такой стремительный рост инфляции в Китае насторожил китайских экономических чиновников, и они решили подзакрутить гаечки в части финансирования, кредитования и контроля за рынком недвижимости. Так, ну и вот что примечательно. Не так давно возникли проблемы с китайским фондом Хуаронгом,
И, ну, помимо всего прочего, там обвального падения облигаций этого фонда, выяснилась очень интересная деталь, что в Китае финансовая отчетность, ну скажем так, предоставление немножко не той финансовой отчетности, которая соответствует реальности, это носит просто катастрофически массовый характер. Ну и как следствие таких действий, такой ситуации может вполне быть финансовый кризис в Китае, который разразится в любой момент. И этот обвал, этот кризис, он как раз будет связан даже не с тем, что в Европа была в локдауне и китайское промпроизводство недостаточно восстановилось, а здесь как раз вот угроза в большей степени исходит из того, каким образом готовится финансовая отчетность и каким образом готовится статистика. То есть вот как раз то, что произошло с обрушением Хуарога, крупнейшего государственного фонда Китая, когда начались проверки, начали выяснять, как и что там происходит, то установили, что, в общем-то, предоставление весьма специфически оформленной финансовой отчетности носит повсеместный и массовый характер. Но на самом деле меня другое удивляет. Если оно действительно носит повсеместный и массовый характер, то достаточно странно, что ну, узнали об этом только сейчас. На самом деле, если оно носит массовый характер, об этом, ну, наверное, известно давно и повсеместно, по крайней мере в Китае. Ну и, друзья, у нас получается по Китаю как раз все более явно рисуется риск финансового или кредитного кризиса, который на фоне не столь быстрого восстановления китайской и мировой экономики может вскрыть многие болезненные участки и привести к тому, что здесь произойдет массовое обрушение. Так, ну вот США начали, точнее продолжают борьбу, заявлены новые санкции против России в ближайшее время. Но, в общем-то, здесь ситуация будет развиваться, я полагаю, так как я ранее озвучивал. То есть вектор введения новых санкций, накала, он будет все равно усиливаться. Каких бы там ни звучало радужных заявлений, все равно после каждого отката и послабления будет новое ужесточение. Но все-таки, я думаю, сейчас, в ближайшее время, по крайней мере, до начала середины июня, даже если будут громкие заявления, маловероятно, что будет что-либо реализовано, кроме как каких-то действий со стороны России во внешней политике. Но потом, я думаю, вот летом и особенно осенью мы можем увидеть много неожиданностей. Много неожиданностей. Так, друзья, ну давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый индекс CSI 300, несмотря на такую информацию макроэкономическую, которая вышла, он закрывается в консолидации. В районе нуля пока идет изменение. Но, скорее всего, и будет закрытие недели в районе тех значений, которые мы сейчас видим, потому что здесь уже потенциал движения, он выработался, статистику сообщили, все теперь в боковик и спокойно закрываться. Так, ну и здесь по недельному таймфрейму мы видим с одной стороны вот эта самая попытка начала снижения, падения, но пока эта попытка, она завязла на сильном уровне поддержки. Что будет на следующей неделе, посмотрим. Пока вот это все движение, оно не столь страшное, не столь критичное. Потому как, если на следующей неделе не будет пробития уровня 4900-4850, то весьма вероятно, что весь этот негатив, который начал развиваться, он будет адсорбирован. И здесь у нас начнется консолидация. Так, далее Baltic Dry, недельный график. Ну, мы видим, что рост продолжается. И не хочет никак он откатиться к такому уровню, чтобы это было комфортно для поддержания экономического роста и чтобы не росла инфляция издержек. Соответственно, Baltic Dry это еще один источник того, что вызывает и в дальнейшем будет усиливать рост инфляции издержек. И реальный экономический рост будет из-за этого буксовать. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет проторговка в районе 16,6. То есть движение вниз пока не развилось. Посмотрим сегодня, как будет закрытие недели. Я полагаю, что сегодня будет какой-то задерг, наверное, на 17-17,5. Это было бы логично для конца недели.
Так, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Но смотрите, здесь у нас что-то никак не выходит малахитовый цветочек у Данилы Мастера. Получается, ударились в сильный уровень вчера, но пока пробитие этого сильного уровня не произошло. Ну и на сегодня здесь весьма вероятно будет попытка отскока в индексе доллара, возможно даже на 92. Если такое произойдет, это негатив для рынков, и соответственно это придет к тому, что и золото, и нефть весьма вероятно будут корректироваться. Так, S&P 500, SFD на фьючер, здесь он такая страшная картинка рисуется, типа пытается он скорректироваться, уйти вниз, но на самом деле я так думаю, что все-таки мы где-то в этом диапазоне выше 4100, 4130 и останемся. То есть да, может быть небольшой коррекционный откат будет, но поскольку просто уже как бы почти все новости и движения отыграны, и соответственно ему бы сегодня в конце дня, в конце недели сходить на 4120. Но опять же, тут, когда такая ракета идет, не останавливаясь, предсказать или спрогнозировать, когда он сломается и начнет падать, это достаточно сложная задача, и лучше ею не заниматься, а просто поймать тот момент, когда это произойдет, немножко попозже зайти, либо действовать в течение дня. Так, друзья, далее нефть Brent, здесь идет тестирование уровня 67. Если будет пробой, сразу движение формируется на 68,5. Но я думаю, скорее всего, здесь вообще по идее должен возникнуть отбой и коррекционный откат в район 66,42. Коррекционный откат, ничего страшного в нем нету, главное, чтобы он уверенно не пробил 66,25 и не ушел ниже 65,9. А если такого не происходит, то все коррекционные откаты будут выкупаться, будет он отскакивать и идти наверх. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Здесь у нас в силу того, что индекс доллара пытается развернуться и начать расти, весьма вероятно, что сейчас в ближайшее время будет тестирование на пробой уровня 1759. Если здесь произойдет пробой этого значения, то весьма вероятно, что по золоту мы сегодня уйдем на 1747-1745, вот сюда, в этот диапазон. Если здесь пробоя не будет, то золото тихим сапом сначала закрепится выше 1766, потом возможно сходит на 1782. Пока здесь будет решаться эта задача, пробьет, не пробьет 1759. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Одну цель мы сделали, другую цель 26,4, 26,6 пока не добили. Соответственно, по серебру, что касается сегодня, у нас есть уровень, который 25,7. Если этот уровень мы сейчас в ближайшее время не пробиваем, то по серебру будет движение наверх, его цель, отработать цель 26,5. Если мы таки этот уровень пробиваем, то у нас идет откат и цель его тестирования 25,4, 25,5. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм, нарисовал он здесь такую страшную разворотную кракозябру с целью движения на 1,1880. Дело осталось за малым. Пробитие уровня 1,1941. Если этот уровень будет пробит, то действительно мы сегодня получим это движение, коррекционный откат, и цель этого отката 18,80. Но с учетом того, что конец недели и прибыль надо зафиксировать, мне такое движение сейчас видится весьма вероятным. Не сейчас, а к концу дня. Соответственно, если пробоя этого не возникает, 19.41, то здесь какое-то время потолчется, там несколько часов, полдня, и отсюда пойдет отскок. Цель этого отскока тестирование 19.91, опять повторно. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Здесь идет вопрос, будет, не будет пробития сейчас уровня 76,5. Если этот уровень мы пробиваем на объеме, то у нас по рубль-доллар цель движения находится в районе 77,1, 77,35. Если сейчас пробоя этого уровня не будет, то здесь происходит разворот и пойдет движение, цель которого по тесте 76,2. Судя по движению в индексе доллара, здесь весьма вероятно будет пробой
и отсюда разовьется движение, цель которого 77,1. Это наиболее вероятный сценарий сейчас. Далее евро-рубль. Здесь картина схожая с долларом, практически один в один под копирку. Здесь у нас на повестке дня будет, не будет, сейчас пробой 91,6. Если пробой будет, цель движения находится на 92,5. Вот, приходит сюда, дальше тогда посмотрим. Если он начнет здесь консолидироваться, торговаться, то на сегодня следующая цель движения будет 92,7. Если это движение сейчас не происходит, то у нас идет тестирование на пробой 91,2. И в случае пробоя уход на 90,85. Такой сценарий видится мне сейчас маловероятным. Более вероятно тестирование и пробой 91,6. И движение на 92,05. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Но здесь у нас на сегодня все-таки более вероятно, с моей точки зрения, поскольку мы отбились от уровня 146. Это коррекционный откат. Ну и для начала цели отката 141 500, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Если с дневки переходить на часовик, то здесь у нас идет консолидация. Чем дольше он находится в консолидации, тем больше вероятность того, что будет пробитие 145 тысяч и уход на тестирование 146 500. Вот. Если же в ближайшее время произойдет пробитие 144, то у нас цель движения будет 143 первое и потом тестирование 141 500. Мне все-таки кажется, более вероятно сейчас движение вниз вот это пойдет. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Сбер, соответственно, ушел вниз на том, что внезапно врубили санкции. Но обращаю внимание, у него критический уровень это 278. Вот 278. Если пробивается, он отсюда улетит, и цель движения уже будет в район 270 и ниже. Если вот это значение не пробивается, он отсюда будет отскакивать, его будут откупать и гонять на 290. Так, ну вот часовой таймфрейм. Здесь у нас произошло поджатие к 284. Вот, и здесь его начали мощно сливать. С утра, как мне видится, наиболее вероятно, что движение вниз продолжится и на открытие он уйдет на 281. Далее, если все-таки будет пробой 281, цель движения будет 278. Конечно, возможно, с утра будет пробой 284 и попытка закрытия гэпа. Такое возможно, потому что Сбербанк все-таки очень силен. Вот. Но с учетом того, что опять пошли заявления о еще новых санкциях, я думаю, такой сценарий маловероятен, и здесь все-таки более вероятно движение к нижней границе вчерашней вот этой консолидации. Так, друзья, далее Газпром, дневной таймфрейм. По Газпрому все цели сделали, надо либо 238 пробивать и идти на 256, либо, если они не пробиваются, то откатываться на 225. Судя по часовому таймфрейму, все-таки больше вероятность того, что отсюда у нас пойдет прямо с утра коррекционный откат на 231. И вот в случае, если будет пробой 229-230, мы увидим дальнейшую просадку. Сначала 225, потом 222. Вот, я думаю, здесь более вероятно движение вниз на 231,5. Ну а далее посмотрим, скорее всего будут откупать и гонять его в этом диапазоне. Друзья, основные инструменты, все, спасибо за внимание.